Всем привет, всем доброго времени суток, гости и подписчики моего канала Нярган Гейм Шоу. Следующая серия Наруто Ультимейт Ниндзя Шторм, часть вторая. Это у нас по счету уже получается 8-я серия. В прошлой серии мы победили двух Акацуки, не без труда, не без проблем, не без слез, как говорится, но мы победили. Вернулись в Каноху. Наша миссия, в принципе, была выполнена. И сегодня мы с вами увидим продолжение. То, что, в принципе, будет дальше и какую же миссию нам дадут на этот раз. А, Кукол клонов мы так и не отдали, потому что почему-то деда этого нигде нет, который этих кукол забирает. Попробуем найти его сейчас. Ну и в принципе посмотрим, что же будет дальше. Поэтому чай, кофе, печеньки, располагайтесь. Приятного просмотра. Ну а мы начнем. Эй, Наруто, извращенный отшельник? Как насчет рамена? Я смог создать новую технику с помощью контроля природы чакры. Это мой ученик. Я горжусь тобой. Хе. Что-то не так? Было много времени, чтобы подумать об этом. Асума и другие. Да. Нет ничего тяжелее и мучительнее, чем потерять кого-то. Чем глубже ваша связь, тем глубже печаль. Чем глубже ваша связь, тем глубже печаль. Эта эмоция естественна для всех людей. Но если они смогут преодолеть эту печаль, то люди станут сильнее. Шикомару и другие были тяжело ранены, но они унаследовали волю Асумы и обрели новую силу. Я действительно не понимаю этого. Но сейчас все в порядке. Когда-нибудь ты поймешь. Правда? Конечно, ты же мой ученик. Я верю, что если это произойдет и с тобой, ты продолжишь свой путь с поднятой головой. Я верю, что твои глаза останутся такими же, и ты никогда не свернешь с своего пути. С чего такой откровенный? Я всегда буду верить в тебя. В чем дело, извращенный отшельник? Давай посмотрим, кто быстрее съест рамен. Проигравший оплатит счет. Отвлекая противника, ты получаешь преимущество. Вот хороший совет по стратегии боя. Черт, так вот что ты задумал. Я ни в коем случае не проиграю. А я уверен, что он будет использовать эту стратегию. Через бой за боем они становились все сильнее. Медленно, но верно. Эпоха начинает меняться. От родителя к ребенку, от учителя к ученику. Сила, методы, идеалы. Многое было передано новому поколению. Он идет своим путем, веря в луч света и связь с родителями и друзьями. И во тьме тоже. Тот, кто создал свою силу во тьме, пленник своей мести. Он тоже готовится, чтобы начать новый путь. Время расправить его крылья приближается. Довольно красивые слова, интересные. Странно, две прогрузки подряд. Хм-хм. И это все? Подумать только, он закончил без единой царапины. Они назвали меня гением, но в сравнении с ним еще немного больше терпения, и его тело станет моим. Глава 4.
Создание Хэби. Как продвигается тренировка, Саски? Отлично. Он становится моим идеальным шиноби. Затем, да, очень скоро я начну ритуал переноса души в его тело. Орочимару-сама, это же... Его тело быстро слабеет. Я должен дать ему лекарство 10 уровня или выше. Он сказал курева, но это все курево. Да-да-да. Не курите, дети. Привычка херовенькая. Это тело уже на пределе. Я пойду за лекарством. Ритуал переноса души. Если я не сделаю этого в ближайшее время... Блять, тубичный нахуй. Сейчас легкие выплюнешь. Тебе что-нибудь нужно? Тебе больше не придется меня тренировать. Я разрываю нашу связь. Я избавлюсь от тебя здесь. Я знал, что ты хочешь так сделать. Орочимару, я сильнее тебя. Смелое заявление от недоростка Учиха. Конечно, я должен был быть недоростком. Я был единственный Учиха, с которым ты мог справиться. Итачи сильнее тебя. Вот почему ты пришел за мной, за ребенком. Но даже сейчас это было невозможно. Твоя сила ничто по сравнению с Учиха, и ты это прекрасно знаешь. Твоя сила меркнет перед кланом Учиха. Она обычная и не особенная. Орочимару, ты не можешь победить меня. У тебя нет права думать о том, чтобы захватить мое тело. Ты недооцениваешь меня. Даже если это и так, ты птенец, лишь маленький птенец. Почему бы мне не показать тебе разницу между нами? Давай, покажи мне разницу. Ты первый человек, который выставил меня таким дураком. Саски, теперь позволь мне забрать твое тело. Четвертая глава. Нам дали поиграть за Саски. Ну, как бы, окей. Так, хпшечка у нас полная, поэтому, в принципе, из инвентаря сейчас ничего не нужно. Можно влетать так. Ничего себе, ничего себе. А тебе хорошо? Успел. Конкретно. Ну вот он спамит змеюку, и как бы ему нормально. На еще одно Чидори. Бля, вот на самом деле на отсутствие замен горит жопа. Тебе нормально? Ну окей, это все, что у тебя есть, слабак?
Рейтинг С. Да, однако печально. Получен титул безответственный. 170 тысяч штурмпоинтов. Ты проиграл, Орочимару. Проиграл? Я бессмертен. Этого недостаточно, чтобы победить меня. Довольно интригующе. Что это за место? Это место внутри меня, место, где происходит ритуал переноса души. Теперь отдай мне Шаринган. Наконец-то эта сила. Сила клана Учиха будет моя. Что? Невозможно. Ритуал переноса души не действует? Нет, нет. Это я создал это место. Я создал это. Этого не может быть. Ой. Орочимару, мои глаза могут видеть сквозь все твои техники. Ты ведь это знаешь. Нет, невозможно. Змея, которая ползала по земле, мечтала парить в небе, прекрасно зная, что это невозможно. Тем не менее, напрасно надеясь на птенца, которого она лелеяла в собственном гнезде, мало осознавая, что эта змея является добычей, потому что птенец — это ястреб, готовый взлететь с ней в небо. Это невозможно, этого не может быть. Я Орочимару, я бессмертен, я не умру здесь. И именно я являюсь тем, кто раскроет все тайны. И я тот, кто получит все. Я... Нихуя. Я возьму ее. Возьму твою силу. Кабуто. Орочимару Сама? Ты не мог этого сделать. Он хотел захватить мое тело. Но вместо этого я забрал все, что у него было. Нет, Орочимару Сама жив? Минус змеюка получается. Персонаж, которым вы управляете, переключился на Саске. Воу! Нам дадут за него побегать. Кстати, можно же вернуться обратно. А, нет, нельзя вернуться обратно. Ну ладно. Ну, все тот же янтарь. Так, сохраняшечка. Кстати, я заметил то, что вот эта вот молитва, которая на удачу, она уже довольно-таки давно вообще не спадает. Так. Будет у нас что? А, печаль усталости X. Отлично. Нет ореха. Ну типа она появилась, но я ее пока создать не могу, потому что не хватает, я понял. О, появился дождь Кунай. Делаем его. Плотного нет. Бомбочка, Кунай, молния тоже пока недоступна. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, это продажа. Продажи не надо. Вот. Выкупаем. Мед. Это же нам тоже мед даст.
Я так понимаю, надо потихонечку собирать. Надо собирать, потому что довольно-таки много штучек, которые еще недоступны. С этим надо что-то делать. Наверное, будем также бегать и лутать все, что можно и нельзя. Потому что хотелось бы, конечно, пооткрывать новые штуки, чтобы это не было так, как было с последним боссом. Чтобы можно было какие-нибудь хилочки сделать, потому что это кошмар, ужас и слезатория была. Я ссылочку оставлю. Ну вот, подсказка будет в правом верхнем углу. Посмотрите. Это было прям очень жестко, очень много времени я потратил. И как бы еще раз извиняюсь, что проходил не под запись, потому что было просто огромное количество попыток. Вот, но мы прошли. Не на самый лучший результат, но все-таки у нас получилось. Нефрит нашли. В птичьем гнезде. Это прям вау. Это очень круто. Так, листики. Бронебойный лук и стрелы. Что просто? Что с лутом? Что выпадать стало? Откуда-то годнота такая. Суигетсу? Или не Суигетсу? Кто это? Не помню. Да, Суигетсу. Так, сейчас, походу, будет очередной заруб. Я правильно понял? Блин, ну топорище у него, конечно, мое почтение. Так, нет, естественно, я не готов. Мазь. Мне кажется, тут нужно нормальную юзать. Хорошую. И сейчас уже добиться обычной. Оп. Все, хорошо. Здоровье полностью установлено. Так. Вот теперь готов. Окей. То есть я ничего еще не успел сделать, я просто не могу пенек сделать, блядь. Круто. Вау. Очень круто получилось. То есть у него и такие замены, и такие. Ему нормально. Вообще, в принципе. Чидори прошла. Конкретно. Как он прошел? Второй не прошел. Ай, все равно попался. Не, ГГ. Сейчас переиграем. Да. Да. А... Он прям сразу ее решил постануть. Хорош, блядь, полкабины выпилил.
Получи. Удар захвата, кстати, очень красивый. Первый раз прошел. Ай-яй-яй, так делать. На. Не попал. Жестко. Блоки, то есть, у нас не проходят, да? О, прошла замена. Блять, тогда, когда она была и не особо нужна. Штори влетела. Но вот от этой штуки я не знаю, как уклониться. Ну, кстати, немного съел. Так. Чакру мне сюда отдал. Собака. Красиво просто, ебать, закончил 23 комбо. Да именно так, как я и сказал. Хорошо, следуйте за мной. Рейтинг А. Ну, не очень, я бы сказал. Так себе. Получше, чем Б, конечно, но все равно не очень круто. Сугецу открылся. Так, он теперь с нами пойдет, получается, или что? Мужик. Так. Оттуда мы, получается, да, пришли. Но у нас один только проход. Кстати. Лутецкий. Янтарь. Меганям гриб. По-моему, мы что-то такое уже подымали. Где-то нам такое уже выпадало. Угу. Сохраняемся. Чернобыльник. Отсылка на Сталкер в Наруто. Ну, конечно, естественно, это неудачная шутка, типа, камон. Очень много новых материалов, которые до этого вообще как бы не выпадали. Я удивлен. Я думаю, если сейчас по Канохе пройтись, там тоже все нормально будет. Так, ядовитая игла. Здесь по-любому будет янтарь опять. Перо. Ну, тут грибосы. Гриб-паралич. Что-то новенькое. Так, опять грибосы.
Тут рыбешки даже какие-то плавают. Хорошее жабье масло. То есть тут у нас лут отличается в том числе и по качеству. Потому что просто жабье масло мы также выбивали. Хорошее, я не помню, чтобы выпадало. Хотя, возможно, как бы уже 8-я серия у нас получается. И, ну, какие-то такие моменты, их, в принципе, довольно легко забыть. Скажем так. Красная лягушка. Сок. Так, еще грибосы. Ага. Пещера получается, да? Или что это? Да, это проход в пещеру. А дальше мы пройти... Дальше пройти пока не можем. Окей. Барьер. Очередной барьер. Помнится, один мы уже снимали. Кстати, ссылку на плейлист. Также подсказочка будет в правом верхнем углу. Ссылочку на плейлист, получается, я оставлю в видео. Так что переходите, смотрите. Барьерчик мы уже один снимали. Было довольно весело. Так, у нас, по-моему, молитва кончилась на удачу. Надо бы обновить, получается. Ага. Это первый. Так. Всего их 3. Тут, да, нужно смотреть внимательно. Снимать вот эти печати. Для того, чтобы снять барьер, соответственно. Так, это еще не все. Вижу уже 3-ю. Сейчас снимем. Мне кажется, там также сейчас появятся клоны. Как это было в прошлый раз. Да, снимаем последний. Так, нет, так как меня очень сильно пошатали, то, соответственно, хилим лицо. И после того, как похилили лицо, врываемся. Да, как я и предполагал, у нас клоны получаются. Хорош. А комбинированного не будет?
Ай, нехорошо получилось. Красиво. Закончил напарником. Странно, за 51 здоровья дают то Б, то А. Скорее всего, тут и от времени тоже многое зависит. Потому что другого объяснения этому я дать не могу. Да, к сожалению, только за этих клонов нам не дадут куклы. Лишним-то, наверное, бы и не было. Так, мы, получается, прошли чуть дальше. Да, он мне не даст выскочить. Хотя было бы интересно на эту вот башенку залезть, или что это там, резервуар получается. Ну да, получается то, что резервуар. Какая-то девушка неизвестная. А, нет, теперь известно, это Карин. Я понял. Чуть-чуть и с ней махаться придется сейчас. Чё началось-то? Сугецу на 5 минут поссать отошел, тут уже началось. Так, ну так как настолько красные волосы, это, мне кажется, моветон, можно назвать ее рыжей, у рыжих нет души, поэтому Саске не верь. Карин тоже открылась в свободном бою. А, то есть мы пошли сюда просто для того, чтобы ее отсюда забрать. Шикарно, просто шикарно. Так. Нет, лута здесь нет. А, нет, есть. Жабку. Дайте заберу А, это не жабка, это крабик. Крабика я тоже, получается, забрать не могу. Очень-очень печально. Капля. Так, есть запись битвы. Ну, я надеюсь, что нам все это понадобится. Так, ну тут... А, ну не все ресурсы отреспаунились, я понял. Очень быстро, кстати, прошла молитва на удачу. Очень быстро прошла.
немножко, да, немножко это непонятно. Так, жабику уже залутать нельзя. Согнать ее отсюда не получается. Угу. Выходим и отправляемся почему-то обратно. Слазь. Саске, 何があいつ、であいつ、噂コース止めどな。その殺人衝動を、殺人 Так, тут опять переводы отсутствуют. いや、けど、うんそ、コースあ、ジュイ Проклятая маска. 長々 А кто у нас может быть с проклятой маской? С учетом того, что Сосори мертв. Канкура тоже мертв. У Кисамы, по-моему, нет маски. Тогда я не знаю. Так, ну тут мы все лутали. Не думаю, что пока что мне это будет нужно. Сейчас просто, если на самом деле поднимать абсолютно все, это очень-очень много времени займет. Ну так периодически будем поднимать что-то. Так. Что по камере? В определенных местах только проворачивается. Угу. Вроде ничего такого не вижу больше. Ну, тут уже вот прям посреди дороги лежит, да, можно подобрать. Тем более лук со стрелами. Тут, по-моему, нефрит был. Я еще удивился. Нет, сейчас большое перо. Так. Кстати, может быть, что-то появилось, потому что я ж много всего насобирал. Думаю, посмотреть можно. Да, мощная бомбочка появилась, которую можно создать. Кунай молния нет. Мощная бумажная бомба. Тоже хорошо. Мощный взрыв кунай нет. Плотный дождь кунай появился. Угу. Печать сна. Да, все-таки хорошо насобирали. Открыли очень много полезных штук. Это у нас уже есть. Печать пробивания защиты усиленная. Печать усталости нет. Все. Но этого немало, я скажу. Очень даже немало. Угу. Вот раз. Есть, выкупили. Вот два. Тоже выкупили. Тоже выкупили. Довольно-таки дорого, кстати, все это стоит. Но, в принципе, подфармить денежек нам большого труда не составит. Поэтому лучше уж у нас по инвентарю будет все хорошо.
чем будем ходить и страдать. Так, сейчас в любом случае сохранится 100%, потому что очень много всего купили. Не хотелось бы потерять. Так. Это тупик. Да нет, ребята, это не тупик. Это еще одна пещерка получается. Это получается уже какое? Третье где-то получится убежище, да? Или это второе как раз? Напишите в комментариях, кто помнит, кто знает, потому что я помню, что мы были в одном, когда Саски отказался с нами идти. И сейчас, когда он отсюда сбежал, это то же самое убежище или же нет? Так, да, сейчас пройдем здесь. Вот здесь, я думаю, стоит полутать, потому что локация новая. Угу. А вот это уже круто. Вы нашли свиток пещеры Б. Вау. То есть тут нужно прям конкретно бегать, смотреть. Тут могут быть прям конкретные вещи. Ростки. Орехи. Орешки такие нам тоже надо, да. Так, мистическая капля. Очередной раз, кстати, я даже не смотрел, для чего она нужна. То есть под крафт каких вещей вообще нужен этот ресурс. Так, заходим. Рыба. 10 штук. 10 крупных рыбин. Неплохо. Кальби с мраморным мясом. Да тут что, столовка что ли какая-то? Сколько жранинки-то? А ведь из всего из этого можно штуки вкусные сделать. Так, у вас кончилась удача. Качественные чернила. Я так понимаю, это прям конкретно влияет на лут. На то, что мы сможем найти. Но здесь нет больше никаких камней, поэтому... Ядовитая игла. Поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Тут пещерка новая, поэтому полутать все-таки интересно. Опан. Неоднократно уже выпадал, кстати. Большое перо. Но оно, как оказалось, тоже очень нужное. Там для одного из свитков, ну вот этих печатей, свитков, которые мы сейчас у продавца делали. Казалось, очень даже надо. Так, был здесь или нет? По-моему, был, но проверю еще раз. На всякий. Да, открытые. Значит, 100% был, и там тоже. Так, был свиток пещеры Б. Значит, должен быть свиток пещеры А. Правильно? Так, камера что-то немножко крутанулась, и я вообще не понял, куда я бегу. Так, теперь сюда. Что здесь?
Ну, не густо. Ну, вот совсем. Вторая комната. Кунай ветеран. Белок шиноби 20 штук. Тоже неплохо. Несокрушимый. Что это такое, не знаю. Черное золото. Воу, да тут прям это... Прям сундук со сказками. Рис. Пойдет под бента, под какие-нибудь новые. Так. Вообще не вижу, куда бежать. Абсолютно. Так. Сейчас сюда. Потом вернемся. Я вижу там еще один проход. Маленький такой ответвленница, тоже как комнатка получается. Проверим. Там, ну, судя по логике, либо там, либо чуть дальше должен быть еще один свиток, если он здесь вообще присутствует. Но если тот был Б, то, скорее всего, здесь будет А. Но он должен здесь быть. Яйцо. Не помню тоже, чтоб яйца выпадали. Ну, хотя да, что им выпадать, это же не кишка. Так. Угу. Да. Очередной свиток получается. Свиток пещеры А, как я и думал. Да, нашли 2 свитка. Здесь лутаем и переходим дальше. Больше, я думаю, тут никаких ответвлений нет. Золотой камень. Абан. Не знаю, зачем они нужны. На всякий случай, конечно, продавать не буду, но если что, знающие люди, пишите в комментариях. Может быть, это мусор, и как бы за вот эти вот монетки, в которых в описании написано, что мы ими более пользоваться не можем, ну, как бы для оплаты. Может быть, можно их просто продать и тем самым немножко подфармить себе деньжат. Либо лучше оставить. То есть, как бы жду в комментариях. Надеюсь, то, что вы объясните. И мы не будем держать у себя лишний хлам. Так, вот она дверь, которая нужна для печатей. Вы использовали ключ и открыли дверь. Уйти на выход. Песя. Орех снижения энергии. Ля какой сидит. Ему даже анимацию прописали. Прикольная штука. Так. Скорлупа. Опять же, какая скорлупа? От ореха, от яйца, непонятно. Так, все юзануть получится.
Ну, может, они стакаются, типа, ну, окей, было бы неплохо. Ну, я думаю, не просто так же их 4 штуки поставили. Одну не завязал, по-моему. А, они... Она и не юзается. Да, сохраняемся. Очень много подняли. Плюс вышли из пещеры, поэтому надо. Надо по-любому. Так, 行くぞ。 я так понимаю, мы на месте. Даре мо иないね。いや、誰？この声。 Кто здесь? Что-то челу печально. ジューゴ Джуга, кто вы? ジューゴ 俺に。 Мы хотим 俺についてこい、 поговорить. 15。 Нам нужна твоя сила. あれ？ Что, дурной? 15。 Джуга, послушай меня, но... Кажется, у Джуга чердак потек, поэтому нет, слушать он не будет. 下がってな。 Саски назад, я с ним 話がどう？ расправлюсь. 来るよ。 Так, ну чё, молодой крушить, ломать. Только победа. 開始 Вообще не туда закинул, куда надо. Ой. Хорош. Не дает. Не успел. Хотя мог бы сейчас ульту дать. Я бы улетел. Ну, ты как бы упасть должен был. Так, чисто по логике. 1。僕らもえん。 Ну, видать, нет. Так, сейчас ему еще и сосок накидает. А, Сугетс тоже лечится. Прикольно. С одного стака мази просто двух персонажей захилил. Красиво, красиво. 戦闘開始 А у меня не проходит. А у меня не проходит. Да ну не надо. Вот, да. Туда его, туда подтолкнуть. 無駄だ。 О, сейчас у меня замена прошла. Вот второй раз
Я думаю, не стоит на это рассчитывать. 僕がやろうか。 Хорош. 終わりだ。 Все кончено, Джуга. Послушай, что я скажу. Титул «Друг». 190 тысяч штормпоинтов. Очередная ачивка.少しは。どう？どうじゅ誰だあお前あおそれに Так, 君まで перевода нет. 暴走した君も。А, неужели он узнал то, что это Саски? Рассказали про Кимимара, что она мертва. И Джуга у нас открывается в свободном бою. Так это у нас прям команда получается. Теперь, когда я собрал команду, вот мой план. Моя цель — убить Учиху, Итачи и Закацки. Мне нужна ваша помощь. Так я и думал. Я предвидел, что это произойдет. С этого момента мы будем двигаться вместе. Я не прошу вас сладить, но просто сотрудничайте как команда. Да, конечно. И отныне мы будем называть себя Хэби. もちろん。 Хэби имеет только одну цель — Учиха и Итачи. Я пожилое Хэби, получается, да. Хэби Мил. Пожилой Хэби Мил из вкус очка. Вот. Хорошо, теперь все мы здесь. Но я не вижу Хидана и Какузу. Это потому, что они погибли. Ясно. Так даже эта пара зомби была смертной, да? И кто это сделал? Шиноби Канохи, Какаши и Джинчурики Девятихвостого. Да, они очень сильные. Но вообще, как бы враки Каки, потому что сделал это Шикамару и Девятихвостый. Какаши там рядышком стоял. И как бы ничего он, по сути, не сделал. Так, нам придется сразиться с ними позже. Вы все будьте осторожны. Хорошо. Так, теперь мы можем идти. Нет, я еще не закончил. Что? Еще один человек был убит. Еще один? Кто? Орочимару. Прошло 10 лет с тех пор, как он покинул Акацки. Ну, по крайней мере, нам самим не нужно убивать его. Тот, кто его убил, видимо, очень сильно шиноби. А кто он? Учиха Саски. Младший брат Итачи, да? Яблоко от яблони недалеко падает. Я сам поклялся убить Орочимару. Он собирает новую команду. Он хлопотный шиноби, как и его команда. Кто они? Есть один, которого ты должен знать. Один из братьев Казуки из деревни Скрытого Тумана. Должно быть, это Суигетсу. Это имя навевает на воспоминания. И Джуга с проклятой печатью. Будьте осторожны, Итачи, Кисама, скорее всего, вы их цели. Учиха Саски, Суигетсу Казуки и Джуга с проклятой печатью, да? Сэмпай? Звучит довольно интересно. Что, ты хочешь пойти за ними? Они же не джинчурики, зачем? Орочимару должен был убить Яну, но вместо меня его убили они. Этого достаточно. Пойдем, Тоби. Что? Ты присоединился к Акацки вместо Сасори, так что будь внимателен и полезен. Но подожди, сэмпай. Ты в порядке, Итачи-сан? Хорошо. Должны узнать больше информации об Итачи. Хорошо. Ну все, в принципе.
указания раздал. Так, здесь на полянке у нас... В принципе, ничего тут нету. В таком случае проходим дальше. Кто это? Не прячься, покажись. Ой-ой, нас засекли, Дейдара-сэмпай. Ты заметил нас, хорошая работа. Привет. Эти плащи, вы же... Я Тоби, я новенький, полегче со мной. О, а это мой сэмпай. Заткнись, Тоби, просто помолчи немного. А, хорошо. Ты учиха Саски, да? Не могу поверить, что Орочимару проиграл такому, как ты. Шаринган? Он действительно младший брат Итачи. Ты смог убить Орочимару из-за того, что ты из клана Учиха. Ты просто родился Учиха, так что перестань вести себя так самодовольно. Почему ты? Эй, Тоби, посмотри на это. Может, с ним немного поиграть? А, позже придется извиниться перед Итачи-саном. Вы двое, расскажите мне об Итачи. Конечно, если ты одолеешь нас, мы расскажем все, что ты хочешь. Тогда готов. Мы один против их двоих. Окей. Да доебет теперь. А, он еще и шарики скинул. Ну на. Ой, нехорошо получилось. А чё он скинул? Птичку опять какую-то? Ну, не очень честно получается. Да хватит. Да, без чакры, конечно, сложновато. Надо все-таки поставить рамен, который будет нас немножко подхиливать по чакре, потому что она улетает, потому что ее мало, и потому что мне надоело получать низкий рейтинг. Ох, это бесполезно. Сэмпай, он слишком быстр, мы не сможем победить. Давай просто поторопимся и расскажем ему об Итачи-сане, хорошо? Хватит болтать, идиот, мы только начали. Ты хочешь продолжить? Уйди назад, Тоби. Сэмпай, в этот раз я буду серьезен, смотри внимательно. Давай просто сдадимся. Ты слышал, что он сказал? Больше нет смысла сражаться. Вы проиграли, теперь расскажите мне об Итачи.
Что, думаешь, ты уже выиграл? Держишь меня за идиота, да? Я заставлю тебя потерять это хладнокровие. Ты будешь бояться мое искусство и меня. Я тебе покажу. Мое особенное искусство. Блять, опять будет босс-файт, что ли? Да вы прикалываетесь. Так. Да, пирожочками этими я все равно не пользуюсь. Поэтому пусть будет так. Я думаю, ускорение тоже лишним не будет. Надо здоровую юзануть. Даже не полностью выхилила. Так-то лучше. Ну, теперь готов. Угу. Блять, сколько выронил. Ща, подожди. Бля, он еще драконов кидает. Ну, вообще нормально. Недостаточно. Да хватит. Сучара прям под меня и накидывает их. Походу, сделает это мало. Да хватит. О. Вот сейчас почему-то у него прошло, а не у меня. Хорош. Ну давай, дожми. Красава. Что бы ты ни замышлял, результат не изменился. Я снова выиграю. Ну окей. Немножко замороченный файт был такой нестандартный, скажем так. Поэтому пускай будет так. Я проиграл. Проиграл ему. Ответь мне, где Итачи? Ты тоже достиг своего предела? Я собираюсь покончить с тобой. У меня все еще есть глина. Ты хоть немного боишься? Я сейчас раздавлю тебя своим искусством, слышишь? Вот что раздражает меня в тебе больше всего. Ты думаешь, ты лучше всех? И от этих глаз меня уже тошнит. Всегда осуждали меня и мое искусство. Ты не ценишь красоту работы настоящего мастера, и это заставляет меня хотеть убить тебя. Мне плевать на то, что ты хочешь. Я просто хочу знать, где Итачи.
どこまでも Почему ты не боишься な меня? かって Мое настоящее искусство. Я покажу тебе мой самый большой, окончательный, максимальный взрыв. Чё, третий файт? Да вы заебали. Я тот, кто может ранить саму землю. Даже те, кто критиковал меня, оценят это. Ибо с моей смертью я сам стану искусством. Бежать бесполезно, тебе не уйти от этого взрыва. Ну что, теперь испугался? Страх, отчаяние, давай, кричи от всего сердца. Потому что мое искусство — это взрыв. Кабум. А после этого в Канохе наступила ядерная зима. 兄さん兄さんどうしたさどうしたじゃないよ。今日は俺の手裏剣術を見てくれ。いや、明日ちょっと。なんだよ。許せ、サスケ。また。サスケ。サスケ。目が覚めたようだ。お前たち。まったく驚いたよ。仕方ね。にしても、よくあの爆発で助かったな。バグ。なるほど。それで、君をそこまでまさか。ああ。だらしねえ。それ。オロチマルはもとも。とにかく、どうした？嫌な、夢？いや。Вы здесь? Что на этот раз? Дейдара мертв. Это еще один член Акацки, которого мы потеряли. Я всегда думал, что он был одним из самых сильных. Кто его убил? Учиха Саски. Что, снова он? Твой брат действительно превосходит все ожидания, Итачи. А что насчет Тоби? Кажется, он был задет взрывом Дейдара. Ну, у Тоби был талант, чтобы поднять настроение этой мрачной организации. Очень жаль. Тоби легко заменить, однако потерю Дейдары... В любом случае, внимательно следите за движениями Саски и его команды. Особенно вы двое, Итачи и Кисама. Понятно, мы все сделаем. Я должен идти. Давайте все постараемся не забывать Дейдару. Ясно. Мы тоже должны отправляться. Ну что, время пришло. Глава 4. Создание Хэби. Конец. Я думаю, на этом серию мы и закончим. У нас получилась целая глава в одной серии, если я не ошибаюсь. А это довольно много. Спасибо вам, что были со мной. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Если серия понравилась, то лайк. Если не понравилась, то дизлайк. Несмотря на то, что дизлайки отключили, я все равно все увижу. Это очень важно для продвижения канала. Для вас подписка и оценка — это всего лишь 2 секунды, а для меня это довольно важно. Также не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии по Наруто и другим играм, которые мы проходим и будем проходить. Также оставляйте комментарии. Всегда рад с вами пообщаться на темы, связанные с играми, либо если я допускаю какие-то ошибки, можете меня поправлять, я не запрещаю. Так что всем спасибо. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи и пока.